Приветствую вас на канале ДВС. Сегодня будет обзор моего железного коня Polaris 800 Touring, двухместный квадроцикл. Вот сиденье, можете посмотреть. Покупал я его года 2 назад, старичок уже, ему он 2008 года выпуска. По поломкам сразу, как говорится, или по обслуживанию. Ну, понятно, масла, все эти дела, это как у всех все, в регламентные работы входит. Перетрес я подвеску у него, из Китая заказал комплекты втулок и пальцев стальных, трубочек этих, в которые болты вставляются. В принципе, даже не вся подвеска из строя, как говорится, вышла. Пробега на нем было всего там 2700 километров. Или 2300 даже, я уже точно не помню. Сейчас посмотрим, сколько сейчас у меня. Сейчас пробег на нем 230 моточасов, 4000 километров. Значит, я прилично уже за год, за два уже почти 1500 накатал на нем сам. Вот, в принципе, аппаратик мягкий. Особенно после того, как штатную резину 25-ю заменил на Maxxis Zilla 27 размером. Сзади на 11, а спереди на 9. Да, ширина. Диска размер 12. Вот. Из апгрейда это подкрылки я установил. Установил кофр сзади. Ну, по установке подкрылок там видео будет. Кофр еще пока не сделал, но сделаю тоже видеообзор на установку. Ну, на установленный уже кофр, потому что тогда не снимал видео. Ну, покажу на всякий случай. Может, кому-то будет интересно, как оно ставилось и что к чему. Ну, по расходу топлива, допустим, он как бы, ну, не знаю, литров, наверное, 12 на 100 километров. Может больше, может 15. В зависимости от пересеченки и нагрузки. Если вдвоем, то, я думаю, 15 он кушает легко. В одного, ну, по трассе десятку даже можно уложиться. Я так плюс-минус замерял как бы по топливу. Ну, типа не сказал, что тут большой расход. Ну, примерно как у машины. Ой, передняя 25 на 8 на 12, а задняя 25 на 12 на 12. Ну, она уже старая была, резина, ее никто не менял, на ней так и катались на этом квадроцикле. Вот. Масло, чтобы поджирать. Ну, да, есть немного, он расходует немного масла. А может много, я точно не скажу, потому что где-то за лето, за сезон 300 грамм долить надо было, примерно, там плюс-минус. Вот. В принципе, техника удобная. Есть спереди кофр небольшой, он, конечно, не глубокий, покажу потом. Сзади вообще ничего ж не было на нем, потому что сиденье стояло. Вот. Ну, что еще интересного такого рассказать? Свет ближний, хороший очень. Вот эта фара, так она ни о чем, я бы сказал. Она как-то, ну, светит. Ну, я и не пользуюсь практически. Пользуюсь передним светом, типа ближний. Но вот он светит хорошо. Даже заводской, без всяких там апгрейдов и установки других ламп, даже на заводских лампах. Более детальный обзор. Будем смотреть внешку, что к чему тут. Вот смотрите, ребята, вот здесь установлена лебедка сразу с завода. Все в порядке, она работает. Никаких проблем с ней нет. Защита пластиковая установлена тоже с завода. Она, в принципе, свою функцию выполняет. Как бы все в порядке. По поводу переднего кофра. Насчет его глубины и всех этих дел. Я даже не знаю, что там, сейчас не смотрел. Бардак, наверное, как всегда. Так, ну вот, бутылка с водой. Сколько она там у меня? 1,5-литровая. Прекрасно туда входит. И всякие там дела. Джамп-стартер туда же. На всякий случай, мало ли что с лебедкой. Где-то я себе купил. Это Xiaomi-овский. Ну, неплохая штука. Работает, в принципе, без проблем. Так. Ну,
Место, я же говорю, немного. Трос там, то да сё. Пультик от лебедки. Вот он. Заводской. Видите? С телефона, наверное, было бы удобнее, чем так. Ну, ладно, как есть пока. Сам квадроцикл, в принципе, поживший, как говорится. Вот. Сиденье у меня проблема, уже его перешивали. Это сиденье, это дело не я. Но, видимо, дермантин попался не очень хорошего качества, протерся быстро. Задняя спинка осталась заводской. Она, в принципе, в порядке. По переднему сиденью тоже есть проблемы. Вот они его клеили уже, ребята. Мне так, похоже, предстоит ее просто перешить. Вот. Что там еще? Сейчас обойдем с другой стороны, покажу. Со второй стороны есть проблемы вот с сиденьем. У него, видите, уже тоже протерлись, порвалось. Кожа молодого дермантина немного порвалась. Так. По резине обзор, в принципе, кратенький можно сделать. Она у меня новая практически. Это Maxxis Zilla. Где тут у нас надпись? Вот она. Maxxis Zilla. Если кому-то надо. По установке пришлось, чтобы не цепляло за пыльник наконечника, пришлось вставить между ступицей и болтом на шпильку одеть. Видите, блестящая. Обычную строительную шайбу. Она толщиной, наверное, миллиметра 2 там, или 3. По-моему, да. Не очень толстая. И колесо встало. До пыльника покрышка не достает теперь. И все в порядке. Но, смотрите, сразу вам скажу, что если захотите такую же процедуру на Polaris делать, не ложите две шайбы. И эта резина шириной 9 дюймов. Не ложите две шайбы, потому что шпилек заводских не хватит. Я сначала положил две, начал сжимать, и одну шпильку немного резьбу на ней потянул. Ну, потом выкинул шайбу, и вроде как бы все в порядке. Сейчас задний план. Вот такой вот ящичек себе поставил. Это ГК «Лось». И по поводу всех разговоров, что вот двухместный квадроцикл, там этот лось не станет. Все это ерунда. Если вы захотите установить, можно все установить без особых проблем. Но немного нужно применить, как говорится, фантазию. Вот такой кратенький обзор. Если кому-то что-то интересно будет, что-то захотите спросить, пишите в комментарии. Постараюсь всем ответить, кто захочет узнать что-то о нем для себя. Ну и если что, подсниму еще по этому поводу видео. Да, и забыл еще дорассказать. Опа.
В общем, у этого квадроцикла очень интересный полный привод. У него нет блокировки, как в Гризлике, там, в VRP. У него просто на любой скорости, при движении, при стоячем квадроцикле, при включенной передаче, выключенной, неважно. Включается полный привод кнопочкой. Ты щелк, он автоматически подключается. Главное, чтобы не было в момент подключения полного привода пробуксовки. Вот так заявляет производитель. И второе, блокировка у него срабатывает на переднем мосту практически мгновенно. Я, допустим, не замечал, чтобы когда я в грязь попал, начинаю буксовать, у меня не крутились два передних колеса. И какой-то умный там дифференциал похож. Потом, что еще? Органы управления, ну, сейчас покажу. По поводу блокировки этой. И есть еще одна кнопочка, очень такая, которых нет ни у кого практически, по-моему. Насколько я знаю, там у кого-то она была, а сейчас ее нет ни у кого. Сейчас, подождите. Опа. Вот такая вот штука. Руль повернем. Опа. Вот, сейчас положение просто. Задний привод. Переключаем на любой скорости, и у вас полный привод. А третье положение — это горный тормоз. При спуске с горы включаешь вот это положение, он двигателем тормозит так, что не нужно вообще никакие тормоза, ни ручник, ничего. Он держит двигателем просто капитально. И вот эта вот кнопочка самая загадочная у него, и это и есть именно только на Polaris. А эта кнопочка размыкания заднего дифференциала. Вот на асфальте, допустим, да, вот ее, когда она включена, то задний дифференциал размыкается. И все. И вы едете как на машине с открытым дифференциалом. Очень удобно. Ну вот, в принципе, наверное, теперь по органам управления вот есть такой спидометр у него. Это километры, пробег. Это время. Так, вот это у нас часы, моточасы. А это что у нас? А это, наверное, счетчик просто, который можно сбрасывать. Я уже, если честно, сам не разбирался в этом деле. Передачи переключаются, в принципе, вперед-назад. Вот сейчас на паркинге стоит. Берем. Оп. Сейчас нейтраль. Это задняя. Это низкая, пониженная. А самый вперед — это повышенная передача. Завестись он может только на нейтралке или только когда стоит в паркинге. Ну что, в принципе, что хотел, то более-менее рассказал. Подкрылки пока не протестил, грязи нет. Кругом гравеечка сухая. Поэтому не знаю, как они там защищают, не защищают. Луж никаких нету. Я думаю, чуть попозже появится. Да снимем вам, ребят. Уже нужны они или можно и без них обойтись. Все. Всем добра желаю. Удачи, здоровья в наше смутное время с этим ковидом. Ужас, что творится. Ну, как говорится, всем пока. До новых встреч. Подписывайтесь на канал. Видео будет еще много о чем, не только о квадроцикле. До свидания.